Всем привет! В прошлом выпуске мы показали знаменитую кухню Казахстана. В этом выпуске мы покажем богатейшую кухню Средней Азии, кухню Узбекистана. Узбекская кухня в значительной мере выросла на азиатских традициях и рецептах, но имеет и свою специфику. Наиболее популярный мясной ингредиент – баранина, однако широко используются говядина и конина. Основные мясные блюда готовят обычно с большим количеством продукта. Широко используются зелень и специи, такие как зира, кумин, тмин, барбарис, кориандр, кунжут, укроп и базилик, райхон. Овощи и зерновые культуры в качестве самостоятельного блюда или гарнира практически не используются. Они входят как ингредиенты в основные блюда. Рыба и домашняя птица не популярны в узбекской кухне в связи с географическим расположением. Теперь перейдем к самим блюдам. Одно из наиболее популярных и известных блюд – плов. Для узбекской и таджикской кухни характерно совместное приготовление мяса и зерна. Разновидностей узбекского плова очень много, и вот самые популярные из них. Ферганский, самаркандский, хорезмский, бухарский, ташкентский. Приготовление плова состоит из 4 основных этапов. Перекаливание растительного масла или курдючного вытопленного жира, обжаривание лука, мяса, как правило баранины, моркови, приготовление зирвака, то есть основы для плова, и закладки риса. В качестве пряностей используется зира, чеснок, стручковый красный перец, черный перец горошком, барбарис и другие. Плов выкладывают из казана на общее плоское блюдо. К нему подают овощной салат, виноградный соус гураоб или маринованный лук пиёз ансур. Шавля – почти то же самое, что и плов, но в Узбекистане его принято считать отдельным блюдом. Набор продуктов абсолютно идентичен. Различия касаются только пропорций и способов тепловой обработки. Если в плов продукты закладываются в абсолютно одинаковом количестве, то в шавле будет преобладать лук. В шавле рис будет более разваристый и клейкий, а само блюдо больше похоже на кашу. В отличие от плова, шавля подается в тарелках порционно и употребляется столовыми приборами. Одним из самых почитаемых и популярнейших узбекских основных блюд является басма. Мясо на косточке и пряные овощи томятся под прессом в казане в течение продолжительного времени. Димлама. Для приготовления этого блюда казан выстилают курдючным салом, выкладывают картофель, мясо и приправы, разнообразные овощи, очень много лука, а затем долго тушат на медленном огне. Долма. Бараний или говяжий фарш с рисом, яйцом, большим количеством лука и специй в виноградных листьях. Кабоб – шашлык. Говядина, баранина или телятина, нанизанная небольшими кусочками на шампуры и приготовленная на открытом огне. Как правило, мясо предварительно маринуется. Кусочки баранины чередуются с кусочками курдючного жира, который подрумянивается на огне и приобретает нежнейший вкус. А при подаче все это великолепие посыпается свежим, тонко нашинкованным репчатым луком и зеленью и сбрызгивается столовым уксусом. В качестве соуса используется острый томатный либо аджика. Казон-кабоб. Мясное блюдо, ингредиенты для которого обжариваются в казане. Молодой картофель и сочное мясо обжариваются на курдючном сале при очень высоких температурах. Блюдо очень сытное и калорийное. Манты. Отварные на пару мешочки из теста с рубленым мясом и пряностями. Мясо именно режется кусочками, а не прокручивается в фарш. Отсюда появляется сочность. Кстати, манты лепятся очень плотно и герметично закрыты, чтобы бульон из них не выливался. Это придает особо сочный вкус мантам. Майда-манты – более миниатюрные манты с картофельной начинкой. Чучвара – мясные пельмени.
Отличительными особенностями узбекских пельменей является их форма. Традиционно фарш выкладывается не на круглые сочни, а на квадратные. В фарш добавляется яйцо и много лука. Подаются узбекские пельмени с домашним соусом из сладкого перца, томата, лука и пряностей. Хоним – рулет из пельменного теста, приготовленный на пару. В качестве начинки для ханима в основном используется картофель или мясо с луком и тыквой, но можно встретить различные вариации. Яхна-гушт – холодное отварное мясо. Подается либо с овощами, либо в качестве дополнения к горячему бульону. Машки-чири – блюдо из жареного мяса, овощей, приправ и маша. Нарын – это национальное блюдо узбекской кухни из домашней лапши и отварного мяса, которое подается с бульоном. Обычно нарын готовят из баранины, конины, либо казы и иногда из телятины или говядины. Главный секрет этого блюда: перед тем как варить мясо, его надо засыпать солью и вялить в течение суток. Это делается для прозрачности и насыщенности бульона. К мясу и лапше добавляется лук. Знаменитый суп лагман. В состав узбекского лагмана входит баранина или говядина, зачастую на косточке, курдючное сало, специальная приготовленная вручную лапша, много зелени и разнообразных овощей, томаты, картофель, сладкий перец и другие, а также пряности. В зависимости от рецепта бывает более жидкий или густой лагман. Шурпа – насыщенный и жирный суп из баранины и овощей. Самые известные разновидности: кайтнама, где мясо кладется свежим, и кувурма, где мясо сначала обжаривается в масле. Но главной особенностью шурпы является то, что этот суп довольно густой. Еще один суп – мастава. Помимо традиционных сильно обжаренных в жире овощей и мяса, в данный суп входит рис, и его нередко называют жидким пловом. Машхурда схожа по составу с мастовой, но в нее добавляют маш. Суп катыкли является более сытным и разнообразным по составу. В него входит катык, кисломолочный продукт, маш, овощной или мясной бульон, свежие овощи, травы и специи. Сочетание мясного бульона и кисломолочного продукта в супе дает весьма необычные, приятные вкусовые ощущения. Помимо этих супов существуют десятки других супов. Например, чалоп. Холодный суп отдаленно напоминает окрошку. Готовится на основе катыка, кисломолочного продукта, зелени, огурцов, редиса и острого красного перца. И похожие по составу супы: куртава, какурум. Суп машубиринч – томатно-рисовый наваристый густой суп с машем и мясом. Шапирма – суп из муки, курдючного сала, молока, зелени. Суп атала схож по рецептуре, но в него не входит молоко и добавляется большое количество лука. И другие супы. Из холодных закусок и салатов. Шакароп – салат из свежих томатов, репчатого лука, перца, соли и масла. Секрет узбекского шакаропа кроется в тончайшей нарезке, при которой овощи выделяют больше сока, чем обычно. Кавурдак – кусочки мяса, обжаренные в курдючном сале. Кавурдак используется как холодная закуска и как заготовка для супов, вторых блюд и некоторых мясных салатов. Иногда может храниться несколько недель. Хасип – колбаса из субпродуктов или фарша с добавлением риса. Казы – колбаса из конины. Теперь поговорим о выпечке и хлебобулочных изделиях. Самым знаменитым видом выпечки является самса. Самса имеет разнообразную форму и готовится из рубленого мяса, большого количества лука и слоеного теста. Реже в качестве начинки выступает мясо птицы и овощи. Гумма – ливерные пирожки, жареные в большом количестве жира. С давних времен эти пирожки являются одним из самых любимых видов фастфуда у узбекского народа. Кутабы – жареные плоские пироги из тончайшего теста, с начинкой из мяса, зелени, помидоров, сыра.
по отдельности или вместе. Бугер-сок – жареные колобки вроде пончиков. Особое место в узбекской кухне занимают лепешки. Котлама – лепешки из слоеного теста. Лочера – лепешки из сдобного теста. Абинон – лепешки на воде. Патыр – лепешки на жире. Юбка – лепешки из слоеного теста очень тонкой раскатки. Стоит поговорить и о молочных продуктах. Катык – кисломолочный напиток повышенной жирности, изготовленный из кипяченого молока. Сузьма – кислая творожная масса после сцеживания катыка. Курт – высушенные шарики из сузьмы с добавлением соли и перца. Айран – разведенная в кипяченой холодной воде сузьма с добавлением кубиков льда и яблок. Шурчай – чай с молоком и солью. И на десерт поговорим о десертах. Зангза – достаточно жирный хворост. Куш-тили – сдобное тесто, обжаренное во фритюре. Нишолда – густо взбитый белок с сахаром. Парварда – домашние карамельные конфеты, обваленные в муке. Холвайтар – халва, консистенция которой немного жиже, чем обычно. Пашмак – подобие сахарной ваты. Бихи-дулма напоминает фаршированные яблоки. Айву начиняют орехами, медом, сахаром и запекают. Сумаляк – священная сладость из пророщенной пшеницы, которую в основном готовят перед Наврузом. Урама напоминает хворост. Сладкое тесто, завернутое в трубочки, обжаривается в кипящем масле. Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока! Продолжение следует.